Здравствуйте! В этом выпуске я покажу вам жуткие паранормальные видео, которые напугали многих людей. Давайте начнем. Китайский ютубер Чао Лонг поехал на другой конец страны в старое заброшенное похоронное бюро в городе Сэньцзинь. Местная легенда гласит, что беспокойные души, не способные уйти после своей смерти, оказались в ловушке внутри похоронного бюро, навечно обреченные остаться в этом здании. Жители этого городка уверены, что само строение проклято, но это не остановило Чао Лонга. Пока он бродит по окрестностям, он натыкается на старый, явно брошенный катафалк, который когда-то использовался для перевозки тел. И вот что происходит дальше. Крышка багажника начинает подниматься и опускаться. Парень недолго смотрит на это и затем убегает. Но спустя дни он все же решает вернуться в этот город, в то самое место. Заходя в бюро, он ведет прямую трансляцию, в этот раз исследуя другую часть здания. И все прошло не очень гладко. 他妈的，这是放尸体了！我操！我操！这里！我操！我操你妈！对不起。 Чао Лонг приходит в ужас, когда понимает, что это место по совместительству было еще и моргом. Затем одна из металлических тумб полностью открывается, после чего парень уносится прочь, но почти сразу же возвращается, принеся с собой так называемый защитный амулет. После этого, немного побродив по зданию, он замечает кое-что очень жуткое в отверстии вентиляции наверху. 操你妈！ Бледное лицо, похожее на женское, появляется на несколько секунд в кадре и затем исчезает. Все это по-настоящему пугает парня, и теперь он окончательно убегает. Может ли это быть одним из духов, которые по легенде застряли в этом месте? Или это просто игра света? Я оставлю решать это вам. Отель «Магнолия» в штате Техас, по слухам, самый густонаселенный отель с призраками. Он был построен в 1840 году и имеет свою уникальную историю. Многие люди скончались в его стенах, а некоторые даже покончили с собой. Нынешние владельцы Джим и Эрин Гетти утверждают, что становятся свидетелями достаточно жуткой паранормальной активности на уже протяжении многих лет. Некоторые гости смогли запечатлеть на снимках странные прозрачные фигуры. Один из самых активных духов – это призрак маленькой 12-летней девочки по имени Эмма. Сам ребенок не был при жизни в этом отеле, в отличие от человека, который насильно лишил ее жизни. В 1874 году человек по имени Вильхельм Фрост жестоко убил маленькую девочку топором. Мужчина еще находился в отеле, когда его поймали. Затем его казнили. Говорят, что теперь призрак убийцы и маленькой девочки навсегда остались в отеле.
Исследователи паранормального Колин и Пейтон поехали туда, чтобы провести свое расследование. И им удалось кое-что снять. Faust or Emma, remember those names? That's where they said that thing likes to whistle in here. Do you listen to firework? Yeah, it is. It's not a gun. That's a gun. No, it's not. Yes, it is. Probably coming from literally right there. Они слышат необъяснимые стуки и даже что-то похожее на звук стрельбы. Но затем случилось нечто до жути пугающее. If I Probably what I'm saying. can go on. I'm gonna sit down for a second too before we go to the unfinished part. And kill the lights. Yeah. Guys, I know it's kind of boring. 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 When we sit down, but we've been on our feet all day. And in the other portions of the hotel, there's no seating. Голос, который звучит как голос маленькой девочки, позвал маму. Но если это еще можно поставить под сомнение, то кадры, которые предоставили хозяева Магнолии, по-настоящему страшные. Они думают, что на видео призрак Эммы. Камера установлена в номере, где, по слухам, чаще всего видели дух ребенка. И из-за этого там поставили много игрушек и разных детских вещей. И вот что там однажды произошло. Игрушки на полу начали катиться сами по себе. Но самое странное – это темная тень, которая прошла около большого мяча. Мог ли это быть призрак маленькой Эммы, которая играет с игрушками, или здесь нечто иное? Это решать вам. Этот страшный клип был опубликован на Ютубе в январе 2021 года женщиной по имени Сильвия. И там происходит очень жуткая паранормальная активность. Она написала в описании, что нашла эту запись, сделанную недавно, и сразу выложила в сеть. Она также добавила, что не знает, что за помехи попали на видео. Но в самом ролике, по утверждению девушки, проявляет себя настоящий полтергейст. Потому что то, что там творится, она не может описать никак иначе. В ее доме происходит абсолютно все. От движения обычных предметов до громких шагов кого-то невидимого. И у девушки есть несколько видео, подтверждающие ее слова. И на всех них удалось снять жуткие вещи, которые смогут навести страх на человека. Пока она не знает, что делать дальше и как избавиться от сущности, которая определенно мешает ей нормально жить в собственном доме. В каждом уголке этого таинственного дома творится настоящий хаос. Сначала оно проявляется как неведомая сила, стягивающая одеяло с детской кроватки на пол. Затем рядом с кроватью тумба начинает раскачиваться, а подушка на ней и вовсе отлетает. В конце концов, что-то и вовсе опрокидывает тумбу рядом с кроватью. Но это не единственная комната, где творятся непонятные вещи. Так, например, в коридоре тоже не все гладко, и местами можно заметить малообъяснимое.
Как и в гостиной, где невидимое нечто в этот раз взаимодействует с растением, двигает стул и затем перемещает на столе чашку. Все это выглядит довольно жутко. У хозяев после всех этих пугающих вещей появилась идея продать свой дом, но неизвестно, как много времени уйдет на это. На этом наш выпуск подходит к концу. Я никого не убеждаю верить во все это, и каждый все решает для себя сам. До новых встреч!